Знать, Пока не идет. идет ли эфир. Пока не идет. Кто-нибудь меня видит, слышит? У меня все работает. Идет. Идет, отлично. Друзья, привет. Теперь из Москвы. Надеюсь, что наша разлука не состоялась, потому что я же все-таки старался выходить и в эфир, и даже в эфир. И постоянно вас информировать о том, что происходило на классах. Поездка была долгая, уже почти месяц в разъездах. Но это всегда очень классно, потому что Армения сначала, это кажется уже так далеко, потом Венеция, потом озеро Гарда и потом Сицилия. И первые вопросы у нас уже появились. Юля мне помогает, моя супруга. Что там, Юлечка? Да, здравствуйте. Уважаемый Вячеслав, многие ваши этюды словно залиты солнцем, они очень светлые, но при этом очень выразительные. Расскажите о своей технике, о контражуре, о любимых красках, которые вы используете. Спасибо. Самая большая задача – перестать любить какие-то краски, выделять какие-то краски. Для меня эта задача появилась тогда, когда я заметил, коллеги, друзья, художники подсказали, что у тебя слишком много фиолетового. Вообще с этим цветом, как и противоположным с желтым, нужно с максимальной осторожностью обращаться. И Бато даже как-то сказал: убрать, что ли, у тебя с палитры фиолетовый. Ну и я перестал его действительно брать с собой, этот фиолетовый. И желтый. Второй момент, да, даже если вы пишете вечерний пейзаж, ну, теплого цвета фонари, да, ты видишь. Но вот тут надо внимательно смотреть, чтобы не было вот краска из тюбика, чтобы не было слишком сильного фиолетового, слишком сильного желтого. Все равно все растворено в какой-то гамме, в какой-то дымке. Ну, даже не в дымке, а все равно цвет всегда сложный. Лучше искать сложные цвета. И даже если вечерние мы пишем пейзажи, то те же фонари, которые отражаются там в воде или горят, да, они же все равно разные. Какие-то холодненькие, какие-то зелененькие, какие-то красноватые, желтоватые, но не желтые. Так что избегайте прямых таких вот, прямых из тюбика цветов. Дальше залиты светом. И что еще? Они очень какие светлые, любимые? да, но при этом очень выразительные. Расскажите о своей технике, контражуре, о любимых красках. Ну, я действительно люблю, когда свет на меня. И так почему? Потому что тени появляются. Если вообще солнце есть, это всегда писать удивительно. Ну, интересно. И солнце дает нам тени от предметов. Появляется еще одно пятно. Ну, то есть их не так много. Вот представьте, нету солнечного дня, да, просто там пасмурный какой-то. И ты работаешь только с цветами, которые есть. Ну, такие сдержанные. И вдруг появляется солнце. Что появляется? Предмет освещен, например, башечка. У нее появляется тень. И появляется от нее еще тень. И на разных предметах. Это обогащает живопись. И становится интереснее писать. Так, дальше что там еще было? По-моему, я все сказал. Говорят, что наведите четкость. Я не знаю, что у нас с Четкость. четкостью. Ну, я Что-то навел можно? четкость. Он же, это же телефон. Куда ему четкость? Так лучше? Может, поближе сесть просто? Ну, мне кажется, тут от прокачки интернета, наверное. Может быть, это просто... Может быть, у вас не такой резвый интернет, конь. Может быть, он, когда зальется, завтра будет уже более четко. Я думаю, у тебя хорошо? Видно, Вроде, да, все пока нормально. да. Так, дальше, следующий. Ну, передают привет и бонжорно, Привет. Слава, Бонжурте. пишет Арт Ольга Селиванчик. Ольга, привет. Ольга из Рима. Да. Инна Исаева спрашивает, меня порадовала Спасибо ваша... тебе за фотографии. Ольга приглашает сделать класс в Риме. И она живет в 30 километрах от Рима. Фотографии мест совершенно чудесные. Меня привлекает эта идея, потому что, с одной стороны, лодки разноцветные, ну, вообще изумительные пляжи.
И с другой стороны Рим рядом. А это сокровищница мировой культуры и искусства. Да-да, чего? Инна спрашивает, меня порадовало ваше отношение к цвету. На пленэре пасмурный день, а на холсте яркий солнечный день. Что это, состояние души или намеренно хотите порадовать зрителя? Я порадовать зрителя не хочу. Зрителя для меня не существует, когда я пишу. Думал бы я еще о зрителе, да, как бы вот так, блин, порадовать, чтобы вообще круто продаться. Да нет, ну я превратился просто, я не знаю, в торговца. Нет никакой задачи порадовать зрителя. Речь угнаться, словить состояние. И я не знаю, какое вы нашли там пасмурное состояние из того, что я показывал. Но солнце было все время. Ну, допустим, вот в Сицилии, да, вот была работа. Она сдержанная довольно-таки. Она такая, солнце было немножко скрыто в облаках. Оно немного светило, но не сильно. И оно действительно, она же не такая солнечная, как это наоборот. О, смотрите, это солнечная, это не солнечная. Все, задача, значит, выполняется в силу моих способностей. Может быть, вы по-другому пишете, но мне так. Вот солнечная опять. Такая сдержанно солнечная. Опять солнечная. Ну, солнце было, да. А что тут радовать-то? Солнце, оно и солнце. Есть тень. Смотрите, на здании. Собственная тень на здании, падающая там. Ну, все как-то по-нормальному. Ну, мне кажется, я донес идею, что зритель, как только появляется зритель у художника, мне кажется, он перестает в этот момент быть художником. Он рождается коммерсант в этот момент, потому что он думает о зрителе, как его порадовать. Но если есть такая... Всегда есть у художника задача продаться. Всегда. Ну, мы же должны зарабатывать на хлеб. Но тут как-то надо балансировать. И изысканный такой покупатель, он чувствует настолько тонко, ну, такой вот крутой, ну, не знаю, слово подобрать не могу, что он может уловить, что в вас проявляется коммерческая составляющая. В какой-то момент он вам об этом скажет, либо вообще не придет в галерею, не будет покупать, потому что вы слишком коммерциализировались и стали угождать. А когда он видит, что вы честный, честно пишете, честно в том смысле, что для вас искусство важнее, ваши фантазии, ваши поиски, и часто они странные, странность вообще, чем неожиданнее, как-то вот страннее живопись, тем она почему-то привлекательнее. И вообще это в нас, наверное, сидит внутри, быть неожиданным во всем. Еду приготовить, порадовать любимого, любимую, каким-то новизной в блюде, одежду одеть какую-то, рубашку, в конце концов, белую, не все ж в футболке ходить. Вот. Ну, какой-то брюлик, там вот это, брошь. То есть все время хочется, не говоря уже о еще каких-то радостях, ну, быть на высоте. Быть интересным. Ну, нельзя же смотреть, например, один и тот же фильм в новогоднюю ночь с легким паром. Конечно, вы скажете, можно. И многие смотрят, и я в том числе, начиная с 1975 года, не пропускаю. Но, в принципе, если фильм хороший, то можно смотреть. И я еще люблю смотреть кино, которое как вот с 13 на 14. Старый Новый год. Старый Новый год. Почему? Потому что артисты, персонажи. Я получаю удовольствие от того, как я хорошо, вот это вот, как сыграно, каждый момент, это произведение искусства. Сейчас я давно уже не смотрю телевизор. Только один раз я в год включаю, два. Значит, в новогоднюю ночь из 13 на 14. Что-нибудь еще. А больше не смотрю.
Алена написала: привет из Сицилии, до сих пор под впечатлением от вашего мастер-класса. Алена, там Алена, сплошные Лены были. Кальченко. Кальченко. Да. Да, привет, Лена. Ну, две девочки-ангелы, которых я тебе показывал. Да. Ой, удивительные вообще девочки, такие фотографии. Я еще не показал никому, ну, наверное, и не буду. Нет, они там где-то промелькнули, как они там играются. Спасибо, Лена, я очень рад, что ты приехал. На один день человек приехал, проехал всю Сицилию. Ну, Лена живет там, и надеюсь, что, значит, у нас что? У нас будет Швейцария в апреле, даты я уточню. У нас будет семинар «Лаванда» в Провансе в конце июня. Ну, и посмотрим, и подумаем еще об Италии, где там, значит, сделать остановку. Может, это будет тоже осень. Подумаем, решим вместе с вами. Что еще? Ну, это вопрос прямо в эту же тему. Да. Вячеслав, Олег спрашивает, Сизаненко. Вы не можете жить без путешествий? Неужели нельзя найти сюжетов в радиусе километра от дома? Зачем? Приглашают, я еду. А потом для меня открытие новых мест, ну, в радиусе, я буду все время петлять в этом радиусе, да? В радиусе, где автобус достигает, вот, кружит тут вокруг Шереметьево. И что это за жизнь тогда? Я же не могу, например, жить только в радиусе своего огорода. Вышел, посадил морковку, вытащил, съел. Все. Хотя бы на улицу выйти, я не знаю, там, пион, понимаешь ли, написать. Но этого мне мало. Так устроен человек. Даже слоны, они ходят на водопой, я не знаю, через всю саванну. Не говоря уже о крокодилах. Они тоже путешествуют. Но мы же не крокодилы. Нам нужно больше, чем километровая вот эта вот дистанция. Ну, человек, самолеты ж есть, летают пока. Автомобиль, в конце концов, сел, поехал. Для меня новые места – это новые впечатления. Художник без впечатления, он засыхает. Он прям сохнет, как кактус. А мы ели кактусы. Елена Ушакова резала, я первый раз видел. Опунции режется пополам, потом ложкой вычерпывается. Обалденно вкусно. Для итальянцев это, значит, ну, я не знаю. Ну, приятно, это не деликатес, может быть, но приятный сладкий такой фрукт. К чему я о кактусах? Чего там еще что-то есть? Короче говоря, ну, давайте ездить, давайте путешествовать, осваивать новые места. Ну, нельзя же одну книжку читать, например. Я не знаю, полюбили вы, ну что там, Чебурашку. И вот чешете 50 лет Чебурашку. Ну, может быть, я не знаю, другую какую-то взять. Какую еще? Буратино хотя бы. Ну и дальше. Да, это Будет развитие, это же развитие связано с этим. вопрос Хайку. Почему бы не изобразить пасмурный день, если пасмурный день? Да, изобразите, я это делаю. Какой тут Хайку? Но есть еще один момент. Пасмурный день. Это вдогонку к тому, что я, значит, неубедительно изобразил пасмурный день. Ну, неубедительно. У меня рождаются задачи, я даже их не могу сформулировать в момент, когда я пишу. Ну, конечно, вы скажете, что это полная чушь. Но задача рождается, когда я вижу сюжет, когда я присутствую в нем. Я мог написать не только это. Это, как же называется там, Бурано на Венеции, на одном из островов. Вот, пожалуйста, тема. Тут случайно все открывается. Это вот все налепиши, я еще их не разобрал, мои работы. Вот решение. Такое немногоцветное. Да я не собираюсь оправдываться. Я пишу просто в тот момент у меня могут родиться вообще какие-то абстрактные решения. И я их делаю. Тут вся фишка в том, что... Вот сейчас мастер-класс будет, кстати. Давайте я объявление сделаю. 28 числа, послезавтра, в арт-коробке, где идет выставка «Современный русский импрессионизм», я буду проводить мастер-класс. Буду писать натюрморт. Но что-то такое интересное. Я все думаю, что написать и как. Так вот, в 14 часов я вас жду. Приезжайте. Это демонстрационный класс. Вы писать ничего не будете. Вот просто можно сидеть и смотреть, как
как я буду работать. Ну, часа 3 это займет, наверное, ну, с общением, с разговорами. 14 часов 28 октября, арт-коробка, Автозаводская, 18, второй этаж, Ривьера. Так, и к чему я это все завел? К тому, что уже все позабыл, памяти нет. Слава спрашивает, из коробки будет видео вашего демо? Но я постараюсь снять, и еще организаторы этого, наверное, будут снимать. Так что, ну, да, я сниму, конечно. Но я, извините, забыл, я к чему-то это начал говорить, к очень важному. Что там был за вопрос? Про пасмурный день. Про пасмурный Да. день. Ну да. Так вот, я могу писать некую сумасшедшенку, что ли, внести в... вот, я вспомнил, что... Так вот, почему я об этом сказал? Потому что некоторые художники пишут, ну, делают мастер-классы и пишут, исходя из того, что вот есть, я не знаю, бутылка, есть там гранат, и как это убедительно передать. Задача такая. Передать, чтобы было похоже, по пятну все разбить. Это одна задача. Мне она не так интересна. Потому что моя задача сочинить нечто на основе того, что я вижу, чтобы это было не передавание того, что я вижу, ну, я говорил уже, это слово навязло на ушах, а сочинение чего-то нового. Это произведение, извините, искусства, пусть это не выглядит особенно высокопарно, но если вы настроены на создание нового чего-то, новой реальности, которая живет в холсте сама по себе. Ну, вспомните, я не знаю, подсолнух Ван Гога. Это не переписано, не списано с натуры. Это сочинено. Желтый фон там. Все это сочинено и превратилось в произведение искусства. Так вот, когда ты нацелен на это, тогда ты, находясь на природе или там натюрморт ты поставил, ты находишься как композитор в моменте сочинения музыкального произведения, поэтического и так, литературного, живописного. Это сочинение всего лишь. Это комбинации цветов, композиционное решение через цвет. Ты пытаешься найти такие взаимосвязи, которые тебя удивляют. Поэтому-то и возникают такие вопросы про серый день, там что-то такое. Но они исходят из того, что человек, который это задает, не улавливает вот то, о чем я говорю, эссенции, что художник творит. Через него, конечно, творят там другие силы, но он в этот момент на острие кисточки происходит что-то за пределами привычного понимания того окружающего мира, в котором художник в этот момент находится и пишет. Это не передать словами. Давайте дальше лучше, потому что уже тут достаточно. Да. Спрашивают, при вашей пастозности, при высыхании не садится свет? Нет. Стасис. А как, что значит садится свет? То есть глушится, да? Становится более глубоким, светостойкой, ну как это, краски теряют свою насыщенность? Нет, все в порядке. Как написалось, так и есть. Нет. Такого нет. Ну вот Мативар говорит, что чем плохо желтые и фиолетовые, хорошие цвета, их любил Клод Моне. Вопрос в том, что он не принимает... Вот интересно, говоришь, да, но на той стороне, я об этом работу пишу, но на той стороне нет такого же понимания, о котором я говорю. Я говорил о том, о сложности цвета. Клод Моне никогда не брал впрямую краску из тюбика. Я говорил о том, что мир сложнее, цвета сложнее, чем краска из тюбика. О том, что нужно осторожнее впрямую их применять. Лучше искать более сложные связи. Извините, если я наехал на кого-то неприлично. Стыдно даже.
Так, Но это обычное дело. Я говорю, и там как бы не слышит это всегда. ну, может быть, просто ты говорил, да, про Я фиолетовый. говорил о том, что нужно впрямую, ну, не брать краску из тюбика, а искать сложность. Мир богаче, чем просто краска из тюбика. Краска из тюбика — это как в картридже. Они вот есть, вот там 3 цвета, 5 цветов. Но они же смешиваются даже на принтере, чтобы что-то показать. Это смешение, всегда смешение. И поначалу может показаться, ну как-то, ой, блин, смешивать лениво мне. Дай-ка я лучше замешу, как есть, она возьму и ляпну, и к ней другую. Ну и что? Ну, можно, конечно. Но мне просто это не очень интересно. Извините. Денис Кузьмин спрашивает, расскажите о самой знаковой для вас работе на пути вашего творчества. Интересует личная работа, если есть такая. Ну вот я работаю над каталогом своим, значит, где размещу и в том числе значимые работы. Их несколько. Ну как-то вот мы не хотели с Юлей, не хотим продавать, например, работу, которая называется «Ранняя весна». Пришла ко мне. Я поехал в студию пописать, пригласил модели, она приехала. Я уже рассказывал эту историю. Она сказала, что я там 3 или 4 месяца у нее беременности. Я говорю, тебе же сложно будет? Она говорит, нет, ничего, мне деньги нужны. А я говорю, ну а что ж твой возлюбленный? Она говорит, а ему все пофигу. Ну вот просто эта история, как бы, и вот я ее пишу, я писал ее 3 часа. Ну, давайте я покажу быстро, пока рассказываю, чтобы было представление, о чем вообще я говорю. Ранняя весна. Ну, так вот. Рабочая. Вот она. Вот эта работа. Ну, видно, да, что животик есть. Ну, почти ровная линия здесь. Вот это такая тонкость, такая... Ну, в ней все, тут не передать словами состояние девочки, которая ждет ребенка. И я думаю, что я размещу ее на главной странице первого каталога. Но об этом пока еще не буду говорить, просто есть одна идея. Так, еще, да? Что-нибудь еще вам показать? Ну, все самое лучшее, конечно, делается. Может быть, еще просто не сделано. Так. Ну вот недавно, не так давно я писал работу, просто это в Ялте. Была моя знакомая художник Олеся, и она оказалась в Ялте в тот момент. Я пригласил, мы встретились, с большой радостью редко встречаемся. И она мне попозировала в Ялте, какой же пляж там, где апельсин как-то называется. Ну, Приморский пляж туда дальше. Апельсиновый сок, казалось бы, ну, просто портрет, да? Но для меня писать портрет — это вот какое-то соприкосновение с чем-то самым глубоким в человеке и написать так, чтобы это было... Так, я не тот открыл, как вам сказать, ну, надеюсь, вам что-то видно. Чтобы передать суть человека, его красоту души. И когда такие случаются моменты, когда там я приглашаю модель или знакомых пишу, ну, такое недолгое общение, такой неспешный, редкий разговор, но через него происходит какой-то контакт, когда ты соприкасаешься с чем-то самым тонким в человеке и просто это пытаешься ухватить. В какие-то моменты человек открывается, и вот эта красота, она прям как фонтан.
И вот эту красоту поймать и показать, фактически это не просто картинка, которую я хочу продать. Это ну, мое нечто сокровенное, такая возможность показать тем, кто хочет показать красоту человека, его совершенство в мире. Человек самое совершенное существо в мире. И когда-то еще какие-то мудрецы говорили, что человек – это возможность. Не каждый может назвать себя человеком. Это возможность стать им. И вот эту возможность показать в глазах, в каких-то работах для меня важно. Ну, будет скоро персональная выставка. Она будет в Нижнем Новгороде в ноябре. Я вас туда приглашаю. Я сейчас посмотрю календарь и могу вам сказать, когда. Так, календарь. Октябрь. О, далеко проскакали. Называется галерея «Луна». У меня написано 15-30, с 15 по 30 ноября. Но об открытии я уже точно могу сказать, потому что мы недавно говорили с этой галереей. 16 числа в четверг будет открытие персональной выставки. Я туда поеду. Значит, 16 в четверг, ну, я не знаю, в 5 часов, что ли, вечера или 6, я уточню и скажу. Так вот, там я надеюсь показать какие-то значимые работы. Ну, их, в общем-то, несколько. Пока не хочу загружать ими эфир. Это надо все-таки рассказывать о работе. Ну, как-то прям не очень такое дело благодарное. Ну, как о музыке. Расскажи мне. А мне этот самый... Слышал я твоего Каруза. Откуда ты слышишь? Да мне сосед напел. Ну вот я буду напевать о своих значимых работах. Извините. Давайте лучше встречаться на выставках, где я их буду показывать, и тогда мы можем просто помолчать. У работы нужно помолчать. В живописи это о молчании, это отсутствие разговоров. Потому что каждый из нас, подойдя, я не знаю, к картине, к любой, у каждого из нас возникают свои ассоциации. И ну вот так. Вера спрашивает, при переезде в другую страну мне нужно не менее суток, чтобы настроить свою внутреннюю антенну на местное магнитное поле. Куда же она делась, антенна? Это сутки настроить. Wi-Fi раз включил и работает. Как удается сохранить такую активность при переездах? Ну как, если ты любишь жизнь, например. Хорошо. Как зовут девушку? Вера. Вера. Вот представьте, Вера, вы приехали в другую страну, и вас встречает в аэропорту возлюбленный ваш. Вам нужно настраиваться? И сказали, нет, подожди, мне сутки нужно настраивать антенну. Сейчас где-то зарыта антенна, что-то не настроено, все, надо еще выпить, тогда я настроюсь. Нет, если вы любите его, настройка произойдет моментально, как только вы увидите его глаза. Сразу объятия. Так и здесь, если вы любите живопись, что настраиваться-то? Взял краски и пиши. Я не понимаю. Дмитрий Федяев спрашивает, Вячеслав, вы пишете портрет по фото? Ну, бывает такое, да, когда нет возможности вживую написать. Да, бывает. Но вообще нужен большой опыт, чтобы портрет по фото не был срисовыванием этой фотографии, передачей фотографии, которую вы видите. Ну вот я об этом вначале говорил, что все, что художник пишет, ну, профессионал, он пишет изнутри, и даже по фото, это не важно абсолютно. Профессионал напишет так, что это не по фото. Ну хорошо, возьмите портрет, я не знаю, Фешин писал Ленина. Вы думаете, что он у дедушки Ленина сидел в приемной, что ли? В приемной вот этой? Нет, наверняка по фото. И даже есть некоторые... Да, он ездил там в путешествие, когда уже будучи в Америке, и очень много снимал, ну, фото делал. Но это профессионал. Он сделает эту работу так, что это будет, я не знаю, достоянием человечества. По фото она, не по фото, не важно. У него опыт такой, написание с натуры,
что для него не важно, он тут бегло, один взмах внимания, и он уже тут даже и не смотрит. Так что это все не важно. Да. Елена Шарецкая пишет, что в эти выходные пролетела 2000 километров специально, чтобы сходить в арт-коробку на выставку, увидеть ваши работы и работы других мастеров. Спасибо, я восхитилась и вдохновилась. Обалдеть, 2000 километров. Напишите, откуда вы летели, это же прям интересно. Да. Из Сицилии вот Елена Палумбрик тоже пишет, что Слава Лена, привет. до сих пор переполнена эмоциями от мастер-класса «Порцемими». Приезжайте к нам еще. Лена из Катани. Лена, спасибо, дорогая, что ты приехала. Она была 3 дня с нами. Это просто чудо. Ой. Ну, увидимся еще, поработаем. Вера еще У спрашивает. Лены прорыв. Вот я должен сказать. В первый же день Лена писала, помнишь, я говорил еще, что ну, тебе нужно уходить от чертежа. Все аккуратно, все прям, ну, чертеж чертежом. Блин, на второй день я подхожу, видимо, у нее ночь какая-то бурная, все, краски, краски. На второй день я пригласил всех, ну, коллег, которые студентов, да, я говорю, идите сюда на экскурсию к Лене, чтобы им показать живописность вот первой работы Лены. Там небо было написано просто профессионально. Вот как это за один день что-то произошло в человеке, и сразу, ну, прорыв такой мощный. Она писала еще, Лена, там удивительно, я еще не все рассказал, там один дядечка с усами, Лена, напиши, как его зовут, этого сомбреро, значит, на лодке с финтифлюшками, у него бизнес там, он, видимо, развозит там всех людей, катает, там, зарабатывает. Смотрю, утром иду, вот на второй день, Лена уже причесывает там портрет его, он позирует с трубкой. Надо показать этого мужчину. Так, где он? Сейчас мы покажем, Лена. Вот. Но это просто, конечно, совершенно удивительно было. Так, вот сюда. Чтобы было о чем говорить, так, чтобы вы понимали, о чем речь, это очень красивый боцман такой. Так, вот здесь, наверное. Ну вот Елена Шарецкая написала, Ну вот что... эта работа, о которой я говорю. Смотрите, как написано небо. Ну, это же вообще... Смотри, это же живопись. Так, ой, куда я... Да, что там, Шарецкая? Ну, что это из Перми 2000 километров на выставку прилетела. Ой, из Перми. Представляешь? Из Перми. Так, ну и вот. И Лена, значит, этого боцмана причесывает. И где он? Его зовут дядя Гаэтано. Ну вот. Или Гаэтано. Да, это он. Вот он. Подожди, у меня столько его фотографий, что это просто красавец. Дядя Гаэтано. Ну, посмотрите, это же чудо какое. Такой с трубкой вообще. Ой, классный. Так, ну что тут написано? Феличе. Так, это я не понимаю. Так, Феличе, какое-то слово красивое. Лена, напиши, что такое Феличе. Дядя Гаэтано. Так, это. Видите, у него лодка с финтифлюшками, с цветами. Ну, как на гондоле он катает народ. Вот так. Так, давай дальше. Вера спрашивает, есть ли в планах написать теперь такой же смелый автопортрет, как в молодости? Мой автопортрет? В планах. Да у меня же вся жизнь без планов, никаких планов. Вот план, кстати, и есть, мастер-класс 28-го провести. Тут уж никуда не денешься. Но в планах. А зачем автопортрет? Столько людей интересных на себя смотреть, да? Ну, что его писать? Я вот в самолете летел, тут что-то порисовал. О, какой красивый. Доминико. Это Доминико, конечно же. Но это там муж подруги Лены Ушаковой. Так, сейчас, подождите. Ну, это еще портрет такой. Никудышный. Рисовальный. Я сидел в самолете, и там, передо мной. Ну, такой рисуночек. Какой-то ерунда, мне кажется, полная. Набросочек.
Но подумаю в ракурсе. Подумаю над автопортретом. Раз заказ есть, значит, будем писать. Руслан спрашивает: Вячеслав, как вы относитесь к тем художникам, которые критикуют и говорят, что так писать нельзя, это непрофессионально, это и неправильно, и так далее? Первое, с чего бы я начал, кто так критикует, я бы спросил: позвольте посмотреть ваши работы. И когда я посмотрю эти работы, тогда будет два пути, как в анекдоте. Да? Если работы слабые, то на критику не надо обращать внимания вообще никакого. Если работы сильные, то стоит прислушаться. Вопрос. Йенг 4. Как оставаться осознанным, и особенно, когда пишешь картинки? Как оставаться? То есть подразумевается, что осознание существует. Если оно существует и потом теряется, а как оно может теряться, когда ты находишься в высшей стадии любви? Живопись — это такое высшее, в потоке таком вот любви находишься. Чем больше любви, тем больше осознанность. Куда она потеряется? С чего ей теряться? Если это, конечно, живопись превращается в рутину, какую мне краску брать? Ой, ничего не получается, кисть ломается. Конечно, тут уже далеко от любви. Надо... вся жизнь, мне кажется, моя, по крайней мере, про себя могу только говорить, она настроена на то, чтобы каждая работа — это вызов к тому, чтобы быть еще на ступеньку, продвинуться в мастерстве. Если эта задача стоит во главе угла, вот главное, что стать мастером, а потом, возможно, только не особенно-то сейчас куда-то там работать свои показывать, может быть, а стать мастером, чтобы это было максимально из возможного, по выразительности, по мастерству, по рисунку, по живописи. То есть изучать этот предмет, матчасть. А осознанность, куда она потеряется, да? Как быть осознанным? Как быть осознанным? Любить? Любить. Я подумать должен, как быть осознанным. Интересно, вот, например, мы приехали в Армению, в Гюмри. У меня был план разыскать там дом, в котором родился Гурджиев. Я даже в YouTube посмотрел, какая-то девочка, женщина, говорит: вот сейчас мы стоим у дома Гурджиева. Ладно. То есть есть адрес, да, где-то там на Яндексе. И представьте, вот нас привозят в отель, выгружают. Я смотрю, что такое, что происходит. Я смотрю, через дорогу, это, дорога, 5 метров, да, дверь, окно и, керамическая такая вот, досточка из керамики сделан, его портрет Гурджиева. Я говорю, как такое может быть? То есть нас привезли, Гюмри огромный город, перевезли в отель, и тут бах. Потом я узнаю, Араджан, который организатор этого класса, говорит, что итальянец, хозяин отеля, чудеснейший отель, просто чудеснейший. Он такой аутентичный, как будто ты попадаешь в тот 100 лет назад мир с какими-то резными, очень красиво, ставнями и все такое, ковры. И оказалось, что хозяин этого отеля итальянец, у которого была цель разыскать дом Гурджиева, выкупить его и сделать там отель. И он потратил много времени, встречался там со знающими людьми, не нашел дом Гурджиева. И еще я поговорил с одной женщиной, которая сказала, что она тоже подтвердила эту мысль, что вы не сможете найти его дом, потому что нету точных данных, где он находится, и то, что находится в интернете, это, такая вот неправда.
Почему я об этом рассказал? Ну, просто если мы движемся на пути к осознанности, то все само происходит. И все, что нужно, случается и в нужный момент, и в нужном месте. И даже в этом отеле мы поселились, как-то так удивительно. Потом мы всей бандой, значит, когда уже уезжали из Гюмри, я попросил по возможности все-таки разыскать этот дом. И там целая история, я ее заснял, и я сделаю ролик на эту тему, как мы искали дом Гурджиева, это было интересно. А Лариса спрашивает, танцевал ли ты гурджиевские танцы? Ну, бывало, да. А еще Лариса спрашивает... Ну, No Dimensions, известная, значит, его практика. Ну-ну. В чем принципиальная разница морских этюдов на состоянии в Сицилии и в Гурзуфе? Да, И если не знать, где это написано, то и не определишь, откуда этот этюд. да и не надо определять, даже в названии я пишу просто там «Солнечный берег», там «Солнечный день». А какая разница? Планета, если исключить глупости плоскоземельцев, она же небольшая. И море, и там, и везде одинаковые, не знаю, деревья, ну, разные, хорошо. Но все равно это там субтропики, тропики. Все это очень близко. И в Америке те же самые там деревья, те же самые горы. Ну, понятно, есть какие-то отличия. А в чем вопрос-то? Ну и что? Есть природа, есть небо, есть море, есть скалы, есть люди. И что? И мы часть вот этого клубка, мы вот варимся друг с другом, общаемся, встречаемся. Вообще все эти пленеры, это прежде всего встреча с друзьями, это может быть самое большое чудо. Потому что работать вместе с коллегами большая радость. Но это хорошо. Вот у тебя лужица любви, да, еще лужица, и получается уже прудик. А может и океан случится. Да, а Алла спрашивает, вы Уже говорите, там 42 минуты, мы еще там, давайте пару вопросов. говорите о дизайне цвета, о сочинении, а по каким принципам вы изменяете, трансформируете цвет? Ну, прежде всего, нужно помнить о тоне. Тон. Что нужно просто смотреть, сравнивать вот все. Там небо с морем. Цвет-то можно другой заложить, не обязательно вот этот. Но на основе вот этих вот там рубашка в тени, вот как она относится к этому, как она относится к этому. И из этого, то есть в мозгу проявляется картина тональных связей. А с цветом ты начинаешь работать, исходя из этих тональных связей. Ты можешь менять. И могут такие композиции удивительные. Ну, собственно, это удивление и желание создать новую композицию из неожиданных сочетаний цветов. Она-то и есть двигатель, который толкает на вот эти вот, на новизну, на новые решения. Это и есть двигатель, заставляющий работать каждый день. Потому что ты получаешь удовольствие огромное. Тот же Гурджиев, он человек удовольствия был, кстати. Да-да-да. Вера Очень любил пишет, удовольствие. что Фелис, ты спрашивал, да? Что-что? Фелиц какое-то название. Феличита. Феличе. Счастливый. Счастливый, да, счастье. Раушан передает привет. Раушан, привет, мой хороший. Здрасте. Пишет, что был мощный пленэр. Мощный. Волшебство и неповторимые действия. Да, Раушан, да. Хорошо, что ты приехал. Раушан живет в Швейцарии. Так. Ну что, заканчивать пора? Ну, есть еще от Ирины вопрос. Один последний. Давай, да. последний тогда, друзья. В мире профессионалов, акварелистов считается правильно писать чисто акварелью или допускается использовать другие материалы, ну, например, пастель, гуашь, соус и так далее? Не очень В понял. мире профессионалов-акварелистов считается правильно писать чисто акварель. Только акварель, не надо туда залезать другими. Допускается использовать другие материалы. Да, у них здесь, я как-то встречался, да. Да, они не любят, когда даже белилами, там, даже темперными залезаешь,
где-то там блик поставить. Нет, чтобы акварельные были белила, да? Или лучше вообще резиновым клеем. Ну, короче, не использовать даже белила. Ну, если другие материалы позволяют решить образ и позволяют вам выйти на какую-то новизну, на новые решения, почему бы их не использовать? Я, например, люблю, когда вот, ну, обнаженку, езжу на обнаженку, на наброски, использую акварельные карандаши. Я все время искал материал акварель плюс. Вот каким материалом я смогу подчеркнуть контур. Брала пастель. Ну, она проскакивает как-то по-мокрому. Акварельные карандаши, акварельные мелки – это очень хороший материал, который позволяет решить задачу контура. Ты можешь что-то там объединить. Ну, вот видите, то есть, наверное, в мире акварелистов это считается нельзя ни в коем случае. Но и что? Я живу в своем мире, мне неинтересны какие-то правила. В живописи можно использовать самые неожиданные материалы. Но известно, что там и Фешин тот же использовал, пытался смешивать масло и темперу. Она не смешимая никак. Смешная вся эта замесы, все эти смешные. Я тоже пробовал. Она сразу творожится, но никак. И типа говорилось, что считалось в книжках написано. Я даже с одним учеником Фешина разговаривал, и он тоже вот с этим творогом делал работы, очень хорошие работы, и смотрел, как они себя ведут, не растрескиваются ли. В итоге потом я дотумкал и всяких читал там каких-то записях, что Фешин наткнулся на такую запись, что Фешин не полюбил темперу, не понравилась она ему, и он не использовал ее. Это какая-то тоже фальшивка, что он смешивал одно с другим. Но не об этом речь. Пробуйте, все художники большие экспериментаторы на тему материалов. Да хоть носком, хоть я не знаю чем. Возьмите какой-нибудь крем, ну, просто вот как материал, да, ну и попробуйте не мастихином, а вот этой головкой, вот этой вот мазюкой. Но, может быть, будут новые эффекты. Так что я за то, чтобы, ну, быть новатором в живописи. Друзья, давайте мы закончим. Еще раз напомню, спасибо вам, что вы пришли на эфир. И приходите на мастер-класс 28 числа, ну, послезавтра, в арт-пространство «Коробка» в 14 часов. Второй этаж, ТЦ или ТК, Ривьера, Автозаводская, 18. Ну, пока, до встречи. Спасибо вам.